Самый популярный вопрос по поводу фильтров Freewell — это какой мне взять? 2.5 или 6.9, с мистом или лучше без? Очень скоро на этот вопрос появится простой, но не дешевый ответ. Для всех задач и случаев вам хватит всего лишь одного фильтра Freewell. Вот этого. Первый магнитный переменный ND-фильтр в мире. Наконец-то я вам могу показать этот фильтр. Мы им пользуемся уже больше месяца, но даже фотки в соцсети было выкладывать нельзя. Только сегодня, в день мирового анонса, мы наконец-то можем вам о нем рассказать. Идея тут простая и одновременно очень крутая. Этот комплект заменит вам сразу 4 переменных фильтра. Это ND на 2.5 стопов, ND на 6.9, 2.5 с мистом и 6.9 с мистом. Плюс, как бонус, тут еще 4 магнитных фильтра. ND-шник на 1 стоп, ND-шник на 1 стоп с мист-эффектом, полярик и ND на 5 стопов плюс полярик. Как это так, сейчас расскажу. Набор идет вот в таком вот твердом чехле и состоит из посадочного кольца, крышечки и 4 магнитных фильтров, 2 внешних и 2 внутренних. Первый внутренний — это просто ND-шник на 1 стоп. Чтобы поставить его в основание, нужно совместить логотип Freewell на посадочном кольце и на фильтре. Дальше магниты сделают свое дело. Сверху на него нужно поставить один из 2 внешних фильтров на 2.5 стопов или на 6.9. Для этого нужно просто совместить буквы А на боковой части кольца и фильтра. А дальше, опять же, магниты все сделают сами. Засечки со стопами есть с 2 сторон, чтобы как фильтр не накрутился, их было всегда видно. Если вам нужен мист-эффект, не вопрос. Сняли внешний ND, потом внутренний и установили вместо него базу с Glow мистом. Потом надели нужный вам переменник и все. Vari ND с мистом готов. В принципе, уже на этом они могли бы остановиться. Хотелка, наверное, половины покупателей переменных Freewell выполнена. Но из этой идеи оказалось, что можно еще кое-что выжать. Например, еще можно не ставить внешний фильтр. Тогда обычный внутренний фильтр будет работать как ND на 1 стоп, а второй как ND на 1 стоп с мист-эффектом. Плотность мист-фильтра тут 1.8, то есть эффект заметен, но не доминирует. Если в кадре много света, эффект будет видно лучше, если мало, то, соответственно, хуже. А еще это все можно превратить в магнитный CPL или CPL с ND на 5 стопов. Для этого, наоборот, вытащить нужно только внутренний фильтр, а внешний перевернуть и надеть другой стороной. Тут уже ничего совмещать не надо, просто цепляйте и ловите нужный эффект, смотря в камеру. То, что на 2.5 стопов в этой конфигурации работает как обычный полярик, а 6.9 как полярик на ND32. Крышку можно примагнитить как к внешнему переменному, так и к посадочному кольцу, но не к полярику, от него отталкивает. Догадливый зритель поймет, что именно так и работают все переменные ND-шники. Весь механизм тут наглядно виден. Ведь это, по сути, обычные фривелловские фильтры, только разобранные на составные части, которые можно собирать как вам нужно. Короче, такой конструктор. И сразу становится понятно, почему 2.5 стопов и 6.9 стопов по отдельности это намного лучше, чем фильтры с большим диапазоном затемнения. Там, например, на 8, на 10 стопов. У Freewell полярики для затемнения используются всего лишь на 3, получается, стопа, а начальные 2 стопов и 6 стопов у 6.9 в фильтрах достигается за счет постоянных ND. У фильтров с большим диапазоном он весь идет чисто за счет совместной работы 2 поляриков. Ну и, конечно, при их вращении с картинкой и цветом происходит вообще просто что попало. Каких-то минусов по сравнению с использованием обычного переменного фильтра Freewell тут нет. Качество оптики, как минимум, не хуже. Цвет не меняется ни по мере вращения, ни даже при смене 2.5 на 6.9 стопов. Но с и без фильтров вообще картинка, конечно, разная. Зато крестов и прочего джести тут, конечно, нет. Может быть, есть очень небольшая и очень мало заметная в жизни виньетка. Ход тоже ограничен жесткими стопами, но нету вот этих защелочек, как на переменном мист-фильтре у Freewell. То есть нету мягких стопов на каждом стопе. По стопам затемнения все максимально близко к заявленному, но все же с небольшим разбегом. Обычные, хорошие переменные ND-фильтры, как у Freewell. Вся прелесть идеи тут именно в механизме сборки этого конструктора. Мы пока тестили, думали, что можно было бы лучше сделать, и реально ничего не придумали. Очень толково и удобно. Если менять с 2.5 на 6.9 и наоборот, то просто супер, дело пары секунд. Поменять обычный на мист уже чуть дольше. Нужно снять и куда-то положить один внешний фильтр, потом достать второй внутренний, поставить на его место
пожалуйста, третий. За это время наверняка накрутить можно было бы тоже. А тут еще есть вариант заляпать внутренний фильтр. Тут, конечно, 18 слоев покрытия, но от жирных пальцев на оптике 100% защиты нет. То же самое, если нужно сделать кадр вообще без фильтров. Снять все дольше, чем просто скрутить. Но все же ситуации, в которых нужно будет менять мист-базу на обычную туда-сюда, особо, я думаю, не будет. Подряд кадры с мистом и без будут смотреться странно. Обычно выбор одного или другого варианта зависит от типа съемок. Зная, что будет за съемка, вы сразу понимаете, пригодится вам на ней мист или нет. Необходимость вытаскивать базу также появляется, когда вы хотите использовать набор как полярик. Но это тоже вряд ли будет параллельно со съемкой с переменным ND-шником. Так что как альтернатива нескольким переменным ND, по-моему, получилось отлично. А вот наш сетап с постоянными магнитными фильтрами мне все же нравится больше. О том, как мы снимаем, я рассказывал вот в этом видео. Вкратце, мы используем пару постоянных ND, мист и теперь еще полярик, которые мы ставим или по отдельности, или вместе в каких-то разных вариациях. Вариант это не дешевый, каждый фильтр стоит по $100. Он не дает такой гибкости, как переменный ND, где можно чисто фильтром выставить нужную экспозицию. А сейчас, когда сгорел Pocket, и мы теперь опять снимаем на Fuji, нам очень не хватает возможности на посте чуть-чуть скорректировать экспозицию без каких-либо потерь за счет ISO. Но все равно это все же лучшее решение по качеству. Постоянные фильтры не меняют цвет, только делают кадр темнее. Они не дают эффекта поляризации, потому что полярика в них никакого нет. А по скорости и по удобству работы с самими фильтрами все же ничего не может сравниться с магнитными Freewell. Тут конструкция все же сложнее и не такая простая и удобная. Нужно совмещать, сопоставлять, доставать внутренний, можно заляпать и так далее. Так что новый магнитный переменный фильтр — это такой средний вариант, который обычно оптимальный. Но будет интересно, как рынок примет его цену. Она совсем не низкая. Но, по-моему, все же справедливая. Продаваться эти фильтры будут по $400. Если смотреть на это просто как на покупку комплекта из 4 переменных фильтров плюс чехол, то за такой набор Freewell сейчас как раз нужно будет отдать где-то $460. Так что уже получается хоть и небольшая, но скидка. А все эти мисты и CPL, считай, идут вообще бонусом. В общем, по-моему, еще раз говорю, справедливо. Тем более, что такой же комплект только из 4 фильтров, к примеру, от Polar Pro, обойдется уже в $1000. Притом у них тупо все то же самое. То есть это то же самое немецкое стекло того же бренда, такие же покрытия, только крышка, по-моему, по-другому сделана. И мне, честно говоря, у Freewell нравится больше. Заплатить чуть меньше можно, если действовать быстро. Эти фильтры Freewell первое время будет продавать только через краудфандинговый сайт Indiegogo. Идите по ссылке в описании и заказывайте там. Первые 1000 покупателей получат комплект по цене $300, а вторая по $350. Суть вообще краудфандинга в том, что покупатель сначала скинулся деньгами производителю, а тот попробовал что-то сделать, и если получится, то отправил. Но, насколько я знаю, ребята просто решили использовать краудфандинг как такой элемент маркетинга. А на самом деле они уже там 2 или 3 месяца штампуют эти фильтры вовсю. Так что не переживайте, все вам пришлют, деньги можно спокойно нести. По моей информации, фильтры начнут отправлять где-то в конце августа. У нас в магазине они должны появиться, к сожалению, только к концу года, когда отгрузят всем купившим через краудфандинг. Так что, если хотите, ждите у нас. Если хотите, то бегите по ссылке и оставляйте заказ там. Там будет, конечно, еще раз говорю, дешевле. В целом, конечно, здорово, что есть теперь еще одна альтернатива. Если вы хотите хороший фильтр, но сэкономить, выбирайте переменный. Берите один, который вам больше подойдет для ваших съемок, или сразу 2. Выберите, что вам важнее, мист-эффект или отсутствие его, и смотря что чаще снимаете, то и берете, в общем. Нужна максимальная универсальность, то вот эти вот новые фильтры — отличный вариант. Магнитные, переменные, они вам реально на все случаи жизни. А хотите максимального качества, то на постоянных магнитных можно собрать очень удобный и реально универсальный сетап. Но стоить он будет дороже всех. Напишите, что выберете вы, и до встречи в будущих роликах. Всем пока!